получилось 80. Опять 80. Заказывала 70, опять 80 привезли. Походу. Дело. Ой, ребята, демократы. Как вас теперь пересчитывать? С ума сойдешь. Так. Реально. Раз, два, три, четыре. 3, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 13. Никак. Мне их не пересчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Блять. Так. Вылези из воды. Пить надо, не купаться. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о том, чем и как кормить суточных цыплят-бройлера. Исходим из цели, чего мы хотим от них. Хотим мы за 42-45 дней получить тушку весом 2,5-3 килограмма, в чистом виде, разумеется. И это вполне возможно, если следовать простым правилам кормления птенцов и исключить ошибки из этого процесса. Дело все в том, что цыпленок бройлера растет очень быстро, и каждый, я бы сказала, даже не день, а каждый час нарушения в питании птички оборачивается недовесом, который потом очень сложно убрать. И вот как раз хочу обратить сейчас внимание на те ошибки. Я через них тоже проходила, поэтому я и говорю, что это ошибки на собственном опыте. Исключить из питания те ошибки, которые мешают нам полноценно позволять птичке набирать вес. Итак, первая ошибка, и вот знаете, как мне кажется, она довольно распространенная. Убеждение в том, что суточных цыплят надо кормить, в том числе и бройлера, надо кормить творожком и яичным желтком. Ну, может быть, да, но смотрите, мы не обеспечиваем этим полнорационное питание, да, которое требуется малькам нашим, а им требуется очень много аминокислот, витаминов, минеральных веществ, клетчатки, протеина. За счет протеина они и растут, собственно. Вот. Во-вторых, прикиньте, температура в брудере в первые дни 33-35 градусов. Что будет с творожком и яичным желтком за 10 минут? Мало того, за 10 минут птенцы не успеют наедаться. Это не взрослая птица, которая по вашему дыханию уже знает, что вы идете ее кормить и выстраивается около кормушки. Они пока еще есть-то толком не умеют. Наткнулись — поели, не наткнулись — не поели. Поэтому вот это питание при такой высокой температуре и еще неумение птенцов быстро брать пищу просто приведет к поносу. А понос в суточном возрасте — это, собственно, смерть цыпленка. То есть вы потеряете птицу. Я, может быть, утрирую слишком сильно, но это вот действительно будет потерей времени и потерей возможности набора веса у маленького цыпленка. Во-вторых, некоторые вместо того, чтобы промолоть корма, просеивают их. Но таким способом вы также не добиваетесь сохранения принципа полнорационности в кормах, потому что в отсеве нету баланса. Вы получите какую-то однобокую смесь, которая там отшелушилась от гранул. То есть, опять-таки, цыпленок вроде и ест, и сыт, а не растет. Ну, тоже непозволительно нам, потому что у нас короткое время, и мы хотим получить хорошую оборачиваемость и не держать птицу там на вырасте 2 или 3 месяца. Вот я, например, так не хочу делать. Вот. И еще я бы обратила внимание, это, конечно, не ошибка, это на расточительность, как бы я сказала. Некоторые покупают корм «Солнышко». Это пристартовый корм как раз для птенцов от 0 до 5 дней. Но «Солнышко» — это та же самая пятерка, то бишь ПК-5, только помолотая. Но при этом пакуют его в маленьким развесом. Это могут быть пакеты там
от килограмма до 5. И поэтому, поскольку это малый развес, то есть это уже не опторозница, да, цена его зачастую в 3 раза превышает цену той же самой пятерки. Поэтому лучшим способом будет пятерку молоть, не просеивать и не покупать солнышко, чтобы зря не тратить деньги. Вот, в принципе, хочу сейчас вам показать, значит, как выглядит эта самая пятерка и как выглядит производная от этой пятерки, которым я кормлю своих мальков. Вот, собственно, сама эта пятерка. Вот такие вот гранулы. Пятерку использовать надо в таком виде только с 5-го дня, иначе птенцам ее просто не взять. Они будут ходить вокруг еды и голодными помрут. А вот эта фракция, это вот, собственно, такая крупка получается из промолотой пятерки. Вот. Вот этот корм они очень легко и с удовольствием едят в том количестве, которое им прописано доктором. Вот. Ну, а теперь смотрите, покажу. Вопрос, конечно, возникает, каким образом промалывать. Я не знаю, может ли с этим справиться домашняя мясорубка или кофемолка. Все зависит от того, сколько у вас этих цыплят. Если, конечно, у вас их 10, то, наверное, кофемолка там, или, там, я не знаю, ступка, что хотите. Но если, конечно, количество идет к 100, то, конечно же, это должен быть какой-то инструмент определенный, особый. Вот какое-то время назад, года 4 назад, мы купили вот такую молотилку. Я не знаю, как ее назвать. Молотилка, мясорубка, крутилка. Мельница, точно. Мельница, да. И вот с помощью этой мельницы я, собственно, и делаю этот корм. Вернее, ну да, корм для мальков. Здесь есть, видите, больше, меньше можно установить по вашему желанию. Вот смотрите, давайте просто продемонстрирую. Например, сейчас ставлю как бы на побольше, да, вот сюда откручиваю, смотрим, что вылетает в итоге. Вылетает в итоге примерно то же самое, что мы туда и положили, да. Вот. Ну, я уже знаю, как вот даже по натяжению, знаю, что нам надо, грубо говоря. Вот сейчас подтяну на то, что я сделаю. И вот пошла моя история. Вот эта емкость промалывается у меня минут там за 5. То есть, если с хорошей такой скоростью крутить, это будет минут 5. А вот таких емкостей на 80 птенцов надо штучек 5-6. То есть, до 5-го дня надо намолоть, и впрок не надо, потому что он имеет свойство окисляться, этот корм. То есть он будет терять свои некие вещества. Во всяком случае, аминокислоты мы можем потерять точно в этом корме. Вот, в общем, вот так вот. И смотрите, если следовать вот этим всем правилам простым, да, все гениальное, банально, то результат у вас будет хороший. Специально обученные люди, молодцы и умницы, придумали для нас такую великолепную мясную птичку. Великолепную мясную птичку. Вот просто великолепную. И они же, эти специально обученные люди, разработали под эту птичку великолепный корм, который как раз направлен вот на те цели, ради которой эта птичка и существует. Поэтому, если следовать четко вот этим вот вещам, птичка будет и здоровой, и сильной, и вы будете богатыми. Богатыми, хорошей, доброй своей собственной пищей. А еще маленькая заметочка. Сейчас я вспомню, что-то я хотела сказать. Ага. Вот как раз в первые 5 дней закладывается иммунитет птицы и ее здоровье. Поэтому первые 5 дней, они очень важны для дальнейшей, пусть и короткой, но дальнейшей здоровой жизни. Поэтому вот первые 5 дней нельзя пренебрегать вот правилами, которые прописаны для выращивания птенцов бройлера.
В смысле здоровье и здоровый иммунитет – это значит хороший аппетит. А вот хороший аппетит – это как раз, собственно, как вот мы в начале разговора ставили нашу цель, да? Так вот, хороший аппетит – это средство для достижения нашей цели. Все, дорогие друзья, обеспечивайте хороший аппетит вашей птичке, и тогда она вас порадует вашим хорошим аппетитом. Пока. Прям как по заявочке.